Давайте поговорим о настоящей находке таблетках фуруцилина. Это нечто, что поколение наших бабушек и дедушек знали и использовали с успехом. От инфекций кожи до простуд эти таблетки оказывали невероятную помощь. Но давайте не будем ограничиваться прошлым, ведь фуруцилин также сегодня пользуется огромным спросом. Вы, наверное, уже слышали о его уникальных свойствах при полоскании горла. Но наша история не заканчивается этим. Хотите узнать, как фуруцилин может удивить вас еще больше? Посмотрите наше увлекательное видео о том, как это недорогое аптечное средство может изменить ваш взгляд на заботу о здоровье. Не только полоскание горла, мы погрузимся глубже и расскажем вам о невероятных способах использования фуруцилина в повседневной жизни. Вы узнаете, как он справляется с грибками, как помогает в сельском хозяйстве и даже как борется с бактериями на растениях. Итак, что такое фуруцилин? Эти ярко-желтые таблетки с антибактериальным эффектом, которые с легкостью справляются с возбудительными инфекциями. Находясь в группе нитрофуранов, фуруцилин применяется не только в медицине, но и в ветеринарии. Внешнее применение позволяет обрабатывать раны, полости, кожи и слизистые. Это далеко не все. Фуруцилин также оказывает эффективные противогрибковые действия. Его сила заключается в разрушении белковых структур микроорганизмов, сальмонеллы, стафилококки, стрептококки и даже кишечные палочки. Они не устоят перед фуруцилином, и когда другие средства бессильны, он продолжает эффективно сражаться. Приготовьте раствор из таблеток и используйте его сразу, ведь фуруцилин не гость надолго, его следует хранить от света. Горячая вода станет его верным союзником, так как в холодной воде растворяется с трудом. Не забудьте, что готовый раствор фуруцилин можно найти в аптеках. Этот удивительный антисептик герметично упакован и долго сохраняет свои свойства. Он сдерживает микробы, предотвращает воспаление. Это настоящий страж вашего здоровья. В каких случаях фуруцилин используется? Но давайте углубимся и рассмотрим, в каких случаях можно применять фуруцилин. Для полоскания рта при стоматитах, воспаленных деснах и после удаления зуба. Помните, что промывание лунок после удаления зубов значительно снижает вероятность инфекций. Для полоскания горла при ангине, фарингите и хроническом танзилите. Промывание миндалин раствором фуруцилина – это отличный способ избавиться от гнойных пробок. При ринитах и воспалении околоносовых пазух можно полоскать полость носа и даже закапывать слабый раствор в нос. И это еще не все. Фуруцилин идеально подходит и для детей, включая новорожденных. Он способствует легкому оттоку слизи и сокращает отток носовых ходов и пазух. При бактериальных конъюнктивитах используется для промывания глаз, эффективно устраняя отечность век и растворяя гнойные корки. Особенно важно использовать его утром после сна, чтобы избавиться от последствий воспаления. И, конечно, он проявляет свою мощь при борьбе с ячменями и блефоритами. При воспалении мочевого пузыря раствор фуруцилина прекрасно подходит для его промывания. К тому же он может использоваться и в профилактических целях, чтобы обеспечить чистоту мочевых катетеров, устанавливаемых при задержке мочи. Он помогает снизить интенсивность воспаления при различных ранах и ожогах, а также используется перед нанесением средств для заживления, обрабатывая раневые поверхности. Повязки, пропитанные раствором фуруцилина, а также обливание поврежденной кожи – это исключительно эффективные методы. Для профилактической обработки небольших поврежденной кожи, царапин, ссадин, трещин и порезов фуруцилин – это просто находка. Не менее впечатляюще он справляется с воспалительными прыщами, угрями и гнойничковыми заболеваниями кожи. Наружное применение при гематомах предотвращает гнойные воспаления и содействует быстрому рассасыванию. Как правильно приготовить обычный раствор фуруцилина и как его можно использовать? Для начала, чтобы сделать обычный раствор, нужно взять одну таблетку фуруцилина и разломать его. Затем эту таблетку надо растворить в стакане горячей воды, это примерно 200 мл. После этого дайте раствору остыть до комнатной температуры. Важно помнить, что в холодной воде фуруцилин не растворится. Теперь представьте себе,
что фуруцилин – это как ваш помощник в разных ситуациях. Например, у него есть способность справляться с потливостью ног и неприятным запахом. Если хотите избавиться от этих проблем, вы можете провести специальные ванночки для ног. Просто возьмите 2 таблетки фуруцилина и растворите их в литре горячей воды. Потом добавьте еще литр воды и опустите в этот раствор свои стопы на 10 минут. После этого просто вытрите ноги мягкой салфеткой. А еще фуруцилин может быть вашим верным спутником в путешествиях. Например, если вы отправляетесь в страны с тропическим климатом, где может быть непривычная еда или условия. Фуруцилин поможет вам защитить свое здоровье. Он помогает предотвратить заболевания ротовой полости и горла, которые могут возникнуть из-за стресса для организма. Просто возьмите с собой таблетки фуруцилина, и вы будете готовы к приключениям. Еще один совет. Если у вас ангина, вы можете смешать раствор фуруцилина с перекисью водорода. Просто на 1 стакан раствора возьмите 1 чайную ложку перекиси. Этот состав можно полоскать горло каждые 3-4 часа. Противопоказания и более широкое применение. Однако стоит помнить о некоторых ограничениях. Если у вас есть индивидуальная непереносимость или аллергия к фуруцилину, лучше воздержаться от его использования. Но в остальных случаях этот препарат весьма безопасен. Он может применяться наружно даже для беременных женщин и маленьких детей. Фуруцилин не вызывает раздражений, не попадает в кровеносные русла и не имеет негативного воздействия на организм. Его использование легко и удобно, что делает его идеальным выбором даже для людей с хроническими заболеваниями. Но знаете, фуруцилин – это не только медицинский помощник. Его способности простираются даже за границы медицины. Этот универсальный помощник справляется с грибками и плесенью. Это делает его незаменимым в быту. Для борьбы с плесенью растворы готовят особенно концентрированным до 10 таблеток на стакан воды, иногда даже на 20. Таблетки следует растворять в кипятке, так как холодная вода слабо растворяет фуруцилин. Обработка поверхности с плесенью требует тщательной подготовки. Сначала промойте поверхность водой и дайте высохнуть, а затем обработайте раствором фуруцилина. Процедуру стоит повторять каждые 2 недели и проветривать помещение после обработки. Повторяйте это до полного исчезновения грибковых поражений. А еще, кто бы мог подумать, но фуруцилин находит применение даже в сельском хозяйстве. Он помогает в лечении растений, а тут у него даже есть свой рецепт. Раствор из 5 таблеток фуруцилина растворяют в 5 литрах воды, добавляет 50 мл в мыло и обрабатывает их каждый лист. Даже созревающие плоды можно обрабатывать этим составом. Обработку проводят несколько раз с интервалом в течение 7 дней, предпочтительно утром или вечером. Так что, помимо своей медицинской роли, фуруцилин способен удивить своими способностями в разных сферах. Этот проверенный временами помощник поможет вам заботиться о своем здоровье и даже в решении бытовых проблем. Берегите себя и используйте фуруцилин разумно. Друзья, если вам понравилось данное видео, я прошу вас поддержать меня, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для меня, потому что я стараюсь делать контент, который будет интересен и полезен для вас.